Всем привет, меня зовут Малина Travel, я не была в России целый год. И сегодня я покажу вам, как я вернулась на родину. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что поездка была супер спонтанной. Я очень-очень сильно давно хотела повидаться со своими родственниками, со своей семьей. Но на самом деле я даже и представить не могла, что это будет настолько скоро. Прямой рейс в одну сторону до Волгограда стоил 68 тысяч рублей. И это без багажа. Нашла самый дешевый рейс с пересадкой 3-часовой в Стамбуле. Стоимость билета была 25 тысяч рублей. По багажу можно было провозить только 10 килограмм дополнительного багажа и ручная кладь. Естественно, было принято решение брать. Я как раз подумала, 3 часа в Стамбуле. Ну, это же самая классная пересадка. Получается, ты прилетаешь, немножко там посидишь, выпьешь кофе, покушаешь, и тебе сразу нужно уже дальше лететь, думала я. Но вообще 10 килограмм багажа, ребят, это оказывается так мало. Если у вас только чемодан весит 5-6 килограмм, то остается, собственно, фигня. Ну, конечно же, на радостях я это не учитывала. Я летела туда на месяц, и, собственно, самым большим моим достижением было прям сразу, как только мы купили билет на самолет, начать составлять список, что точно я забыть не должна. Вы когда-нибудь перевзвешивали все свои вещи, которые вы повезете с собой, вплоть до носков, трусов, всяких приблуд, умывалок там и так далее? Нет? А я да. Причем сколько конкретно весил наш чемодан, мы не знали. Я перевзвешивала свои вещи все на кухонных весах. Больших весов контрольных у нас не было. Как вы думаете, как мы приблизительно поняли, сколько весит наш чемодан? Мы взяли 5-литровую бутылку, баклажку, набрали ее полностью водой, взяли в одну руку баклажку, в другую руку чемодан, и вот каждый, наверное, вот кто у нас был в квартире, там мама, папа, Серега и я, мы каждый брали и думали, блин, что же тяжелее, чемодан или бутылка. Но в итоге приблизительно у всех было мнение, что он весит 5 килограмм, но я приблизительно на 5 килограмм собирала. Вечером у нас была супер тусовка, мы веселились, пили шампанское, естественно, что на 1-2 бутылках это не закончилось. Мы выпили 3 бутылки с мамой, третью мы пили уже на набережной, хотя мы собирались лечь спать пораньше, потому что выезжать из дома нам нужно было в 6 утра. Ну что, друзья, я завтра уезжаю. Все так рады, что я уезжаю. Мы даже сегодня целый праздник устроили по этому поводу. Сегодня даже в честь моего отъезда. Скажи, мама приготовила торт. такой вкусный. Ну хорошо, хоть вот на закатике, но вот мои шорты и джинсы там обязаны просто досушиться до завтрашнего утра. Провожаем закатик. И встречаем рассвет. Нам вставать в 4:50 с мамой. Галя, аккуратно. Сейчас весь стол развалится. Нам в 6. 4:50. Почему в 6? В 6 мы выезжаем вообще-то. Я шучу. Короче, мы не закончили вечеринкой на балконе. Едем на набережную тусить с шампусиком. Какая клубника? У нас тут черешня. Мы собирались купить клубнику. Да, и уже пошла черешня, поэтому мы с черешней. И с шампанским. Солнце. Кстати, Заливай. сними этикетку немецкая, рекомендую. Часов, наверное, в 12 мы только вернулись домой. А в 4:30 мне нужно было уже вставать. И после такой прекрасной вечеринки, конечно же, нужно всегда высыпаться. Для того, чтобы встать, точно встать и не проспать свой рейс до Волгограда. Утро было совсем недобрым и не бодрым. В супер тумане я дособирала все вещи, которые мне нужно было собрать в самую последнюю очередь, и выдвинулись в аэропорт. Собственно, когда мы ехали до аэропорта, я немного досыпала и пыталась прийти к тому пониманию, что сегодня, в этот день,
я окажусь в России, но понимание так и не приходило. Понимание также не приходило то, что на месяц мы с Серегой будем так далеко. Мы никогда, наверное, не были так далеко друг от друга за все это время. Единственный момент — это когда мы из Москвы переезжали в Белгород. Тогда я была в Белгороде неделю одна без него. И это было супер долго. Я помню, просто для меня 1 час был как вечность. Едет любименький мой. Приехал. Да, зайчик? А? Приехал. Приветики. Это мое козырное место. Даже в аэропорту, когда мы прощались с Серегой, я не понимала, что я улетаю на месяц. Если честно, было даже такое ощущение, как будто я ухожу просто в магазин, и вечером мы уже встретимся. Ну все, что? Мы уезжаем? Я уезжаю, вернее. Такой аэропорт, конечно, здесь нифига не понятно. Вот мне нужен 2-й терминал. На указателе, вот мы сейчас идем, здесь 1-й терминал. Хорошо, ну, как бы непонятно было, как во 2-й войти, да, потому что все в заборах, все что-то ремонтируют. И хорошо, мы стояли, спорили, куда идти. И тут нам девушка по-русски спрашивает: а что вы хотите? Говорит, вот, говорит, международный, если вам сюда, в 1-й терминал, там через него надо пройти. Прикиньте, так было забавно вообще услышать русскую речь в Сербском аэропорту. И Серега меня провожает уже все. Счастлив. Оставляю его одного на месяц туситься. Баба что-то спрятался. А вот он. Приветики. Ну все, контроль пройден. Бежим в зал ожидания. Серега проводил. Все отлично. Обошлись без слез. Но очень-очень, конечно, грустно, что мы на такое долгое время расстаемся. Тут обязательно надо пройти через Duty Free. Как мне Белградский аэропорт? Отлично. Там проходили какие-то ремонтные работы. Я так и не поняла, в той части, в которой мы заходили, это и есть весь аэропорт или нет? Если да, то это даже меньше, чем Внуково. Но в целом все понятно, все быстро, все просто, контроль пройден, кофе выпито. Вроде все прекрасно, книгу почитала, накрасилась, но задержка рейса. У меня на пересадку всего 3 часа. Задержка у нас получилась на 25 минут. Вот мы заходим в самолет. Вот рядом со мной сидят русские люди. Вот, получается, мне нужно зарядить телефон. И я просто настолько тупанула. Подходит бортпроводник, и я у нее по-русски спрашиваю: где я могу зарядить свой телефон? Вы бы видели ее глаза. Летели мы до Стамбула компании Turkish Airlines, турецкие авиалинии. Подавали завтрак чисто турецкий. Вот это вот, знаете, оливки, сыр, помидор, хлебушек, масло. Впереди на кресле у нас были экраны, на которых можно было посмотреть фильм, послушать музыку, поиграть в игры и посмотреть, где мы сейчас пролетаем, над каким городом, на какой высоте, с какой скоростью летим. Короче, очень-очень такой приятный бонус. Полет прошел очень быстро, я даже не успела одуплиться, я не успела поспать, к сожалению, в этом полете, потому что, наверное, я была на каком-то энтузиазме и готовилась к Стамбулу.
Как только я вышла из самолета, с первой проблемой, с которой я столкнулась, это отсутствие интернета. Да, конечно же, в аэропорту есть интернет, но его нужно подключать на небольшой стоечке в самом низу по паспорту. Вы проводите свой паспорт, получаете пароль к Wi-Fi на 1 час бесплатно. Но об этом я узнаю только немножко позже, не сразу, а сначала меня одолеет небольшой страх. Наверное, страх и любовь к приключениям. Я поменяла себе небольшое количество денег для того, чтобы попить кофе и посидеть, подождать пересадку на следующий рейс. Пока я сидела, я успела записать для вас видео. Короче, я наконец забрала багаж, наконец поменяла немножко евро на лиры для того, чтобы что-то купить здесь, попить, вообще поесть. Вот. Это было сильно замудрено. Когда мы вышли из самолета, нам пришлось идти из одного конца аэропорта в другой конец аэропорта для того, чтобы получить багаж. И таблички были, так сказать, не везде, да? Кто хочет мне сейчас сказать, на таблички надо смотреть. Они были не везде. И были ситуации, когда мы все идем из самолета за багажом, и где-то типа развилки, и не указано тоже, куда типа идти. Мы как дундуки, знаете, как голуби, которые в стекло закрытое бьются, типа хоп, такие, ой, не туда, типа, и все, хоп, пошли в другую сторону. Вот. В общем, это было немножко странно для меня, что мне показалось, короче, все неорганизованно, хотя аэропорт достаточно большой, достаточно функциональный, но все же есть, да, такие ситуации, что можно запутаться, в общем-то. В этот момент в Стамбульском аэропорте я была первый раз, но побывав уже на сегодняшний момент там 2 раза, я поняла, что я выучила его наизусть. И мне так становится смешно от своих первых впечатлений. Но я сделала себе скидку на то, что я была не выспанной после бурной тусовки, улыбнулась и смотрим дальше. Я когда прошла паспортный контроль, поставили мне печать о том, что я въехала в Турцию. Тут началось самое интересное, где же отдают багаж, да? Мы еще прошли там несколько сотен метров, там стояли стойки, где обычно выдают багаж, и они на ленте крутятся. Их было неисчисленное количество, и нигде на стойках, там, допустим, сверху обычно пишут, там, Белград, Стамбул, там, еще какие-то города, и, ну, обычно, типа, везде сверху подписано, да, ну, вроде так всегда было, не знаю, у меня так попадалось. Вот, в этот раз сверху ничего не написано было, я думаю, ну и что, как мне искать свой чемодан, ждать, пока вся лента проедется, там же их много ездит, ждать, пока вся лента проедется, а потом, ну, типа, проверять, нет ли моей сумки там. Окей, думаю, ладно, надо, короче, побыстрее, потому что и так уже очень много времени прошло, еще задержали рейс, и получается, у меня на пересадку время уже меньше. Я понимала, что если сейчас как бы не поднажать, да, я могу просто встрять, там, что-то где-то не успеть, или, может быть, не найти, там, и так далее. Поэтому я спросила у одного из работников, где, выдают Стамбул, Белград вещи. И он мне указал на табло для особо одаренных, где написано, где какая стойка. Я говорю, окей, хорошо, где эта стойка? Ну, типа там 21А. Оказывается, это чудесная стойка. Она стояла в самом-самом дальнем углу, где даже непонятно, что там вообще есть стойки. Наверное, кто уже сталкивался, да, со Стамбулом, наверное, уже понимает, о чем я говорю. Вот. И, в общем, я так стрессанула. Но мы вот сейчас поменяли денежки. Я купила себе кофе.
и могу расслабиться, довольствоваться жизнью. Ем свой пряник из Лидла. Вот. И жду, когда уже скорее можно будет зарегистрироваться на мой рейс. Короче, сейчас подтупливаю нереально, потому что мы с мамой вчера куролесили. Что думаете, нам же мало было. Мы поехали, после второй бутылки шампанского купили мне шорты в Декатлоне, выбрали. И мы поехали на набережную, погуляли, выпили еще третью бутылку шампанского. Приехали поздно, а нам в 4:30 вставать. Мы пока все поперемылись, пока спать легли. Там уже утро. Знаете, быстро, как по щелчку пальцев. По списку быстренько с утра прошла. Получилось, что я все взяла. И все. И аривидерчи, какао, чао. В общем-то, я просто в шоке с этого аэропорта. Все слишком заморочено. Либо просто мне непривычно, потому что написано все не на русском языке, а на турецком, да. Ну, на английском где-то. Я тоже не все слова английские знаю. Подхожу к стойке регистрации, и мужчина спрашивает: вы в Волгоград? По-русски. И я говорю: да. Он говорит: о, а вы одна из 2 оставшихся пассажиров, которые до сих пор не зарегистрировались. Почему-то я для себя решила, что регистрация заканчивается за 40 минут, и решила прийти за час, чтобы у меня свободно было еще 20 минут. Оказывается, регистрация заканчивается за час, ребята. Слава богу, меня успели зарегистрировать, и тут у меня начался марш-бросок до выхода в самолет. Я не думала, что Стамбульский аэропорт настолько большой. В Волгоград я летела компанией «Победа», и подходя в зал ожидания уже вот перед тем, как зайти в самолет, естественно, там сидела куча русских, все обсуждали то кто-то сколько 100-500 кофт на себя там надеть так, чтобы тебя точно пропустили и не прикопались. То кто-то нервничает, на детей орет, кто-то, ну, в общем-то, я прям почувствовала себя в какой-то своей родной среде, как бы это грустно ни звучало. Такая история только в Победе. Постоянно что-то там не впихивается. Полет в Победе прошел нормально. Самолет был полупустой. Самый интересный момент в этом видео — это какие вопросы задавали пограничники мне по приезду в Россию. Выходя из самолета, я вообще не подозревала, что вот прям вот сейчас нужно будет как-то поднапрячь свой мозг и отвечать на какие-то вопросы. Я думала, все будет гораздо проще. Я принесу свой паспорт, мне поставят печать, и я пошла дальше. Приходя на стойку к девушке, мне сразу же прилетает вопрос: Галина Константиновна, а вы откуда летите? из Стамбула. Она говорит: Это вы в Стамбуле транзитом были или путешествовали там в Стамбуле? Я говорю: транзитом. Откуда? Из Белграда, из Сербии. А вы в Сербии что делали? Я говорю: я была там проездом. У меня там живут родственники, я у них была в гостях. Она говорит: А вы работаете? я говорю: да, работаю. Она говорит: Кем и где? я говорю: ну вот в такой-то, такой-то компании, таким-то, таким-то. Она говорит: Вообще, вот скажите, а вот что вы в Сербии делали? опять перезадает вопрос. Я говорю: я путешествую. Она говорит: Путешественница. Галина Константиновна, а вы откуда выезжали и вылетали из России, когда в Сербию? и тут я такая задумалась, а откуда я вылетала? Это было год назад, я вообще не помню, я еще не выспанная, я просто смотрю на нее такая, и я такая еще вслух: откуда я вылетала, откуда я вылетала? Я говорю:
Мы вообще ехали в путешествие на машине. Она говорит, Через Верхний Ларс, что ли? хотя вы знаете, на тот момент, когда мы ехали через Верхний Ларс, никакого кипиша не было, это был июнь месяц, и, собственно, было все нормально, свободно. Она говорит, А ВНЖ в Сербии уже сделали? я говорю, а зачем мне ВНЖ? Я же путешествую. И тут она мне такая, Галина Константиновна, а как же вы говорите, что вы работаете, если вы целый год отсутствуете в России? я говорю, а я удаленно работаю. Она такая, Хорошо, поняла. поставила печать и отпустила. Тут я быстренько получаю багаж, меня встречает Иринка, это жена моего брата со своими родителями, и мы едем к моим родителям, которые даже еще не подозревают, что в этот вечер они встретят меня. В общем-то, сюрприз был таков. Ира с родителями поднимается к моим родителям в гости, они там пьют чай, болтают. И тут как будто бы приходит курьер, стучится в дверь, и Ира, соответственно, говорит, что вам там прислали подарок, идите получите, типа курьер принес. Вот. И тут они открывают дверь, и... О, курьер. Там вам подарок передали, давайте вы сами встретитесь. Он уже поднимается? Он уже звонит. Пошли. Рыжик, рыжик. Рыжий убежал. Все. Иди сюда, мама. Я только вчера тебе вспоминаю. Что ты говоришь, что ты Рыжий ушел, хорошо. самая хорошая. Ура! Галя приехала! Соседка за вас тоже рада. Ну, от радости, надеюсь, плачешь. Конечно. Соскучилась. Я тоже очень соскучилась по вам. Вот такое эмоциональное видео у нас получилось. Я очень рада была разделить с вами этот момент, и я, наверное, еще миллион раз пересматривала это видео, умилялась, мне было так хорошо и так прекрасно. Ну а вы не забудьте поставить лайк за такую милоту, подписаться, и до скорых встреч, пока-пока!